Нюрнбергский процесс – тема необъятная. Но слушая лекцию профессора Слесаренко, меня заинтересовали пару моментов. Первый. Как вообще возникла эта идея? И почему воплотилась именно в таком виде? Хотя после изучения личности Франклина Делано Рузвельта уже мало чему удивляешься. И второй момент касается итогов этого процесса. Порассуждаем, состоится ли когда-нибудь Нюрнберг-2. И стал ли этот процесс прецедентом, как многие тогда этого боялись. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Настроение наказать немцев бурлили в умах европейских лидеров еще по окончании Первой мировой войны. Державы-победительницы Великобритания, Франция и Италия договорились между собой отдать кайзера Вильгельма II под суд и даже приступили к закладыванию правовой основы этого суда. В декабре 1918-го Ллойд Джордж пошел на выборы под лозунгом «повесить кайзера». Но тогдашние лучшие умы обратили внимание на то, что Ллойд Джордж со своим «повесить кайзера» подписал приговор Вильгельму заранее. А раз так, то могло ли судебное разбирательство в таких условиях считаться справедливым и беспристрастным? Сам кайзер тогда окопался в Нидерландах, а эта страна не состояла участником договора, поэтому кайзера на верную смерть не выдала, и тот благополучно дожил до 1941-го. Державы-победительницы постепенно к этому вопросу охладели, в любом случае они ненавистного кайзера устранили, а судебный процесс мог еще неизвестно как и повернуться. Не все так просто. И если суд будет независимым и непредвзятым, то кайзер молчать не будет, и вдруг все обернется против них самих. Кому это надо? И Ллойд Джорджа затюкали за его дурацкий предвыборный клич, и тот стал выкручиваться. Да я только хотел повесить его на предвыборную виселицу. Что касается премьер-министра Франции Клемансо, тот со стариковской упертостью настаивал на том, что лица, ответственные не только за военные преступления, но и за развязывание войны, должны быть наказаны. А вот Вудро Вильсон колебался. Он считал, что любой суд над кайзером должен быть исключительно политической и моральной историей, а не уголовной. А в этом случае смертная казнь исключается. Кроме того, американцы выступали за суды над другими немецкими военными в военных трибуналах, а не международном суде, а судебное преследование ограничить нарушением законов и обычаев войны. У меня впечатление, что правление Рузвельта американцев очень подкосило. До этого они были вполне передовыми мыслителями. И вот, по инициативе Франции и Великобритании все-таки создали специальную комиссию из юристов разных стран. Судить немецких военных решили в Лейпциге в присутствии международных наблюдателей. Первоначально комиссия нашла 901 военного преступника, но большинство из них оправдали еще на стадии следствия. В 1921 перед судом предстало всего 12 солдат и офицеров, из которых еще 7 были оправданы в ходе процесса, и только 5 получили разные сроки, но очень короткие, от 6 месяцев до 2 лет лишения свободы. Оказалось, что сами судьи и международные наблюдатели не имеют ответа на вопрос, как правильно квалифицировать преступный приказ или его исполнение, и кто именно виноват в таких случаях, исполнитель или его командир. Но осадок остался. И вот теперь, уже во время Второй мировой, опять забродили в умах идеи, на этот раз так наказать Германию, так наказать, чтобы она уже из пепла не восстала никогда. Никогда – ключевое слово. По их мнению, видя в том, что случилось, виновата была одна лишь Германия. СССР на этом фоне выглядел жертвой. О том, что Сталин с Гитлером шуры-муры крутил, не рекомендовалось говорить вслух. А также о тех странах, которые спокойно наблюдали, когда Гитлер начал аннексировать территории, и те, которые применяли политику умиротворения агрессора. Да-да, вплоть до 1939-го именно Рузвельт безмятежно наблюдал за развитием событий в Европе, и, как мы помним, только тогда, когда Гитлер напал на его любимку Сталина, стал внезапно энергичным. А до этого он даже не пытался что-то предпринять по сдерживанию нацистского режима. Американцы объявили Тихий океан сферой своих интересов, а в отношении Европы сохраняли нейтралитет.
Именно поэтому политика Рузвельта по отношению к Германии с 1933 ограничивалась попытками вовлечения Гитлера в переговорный процесс с участием ведущих государств Европы. И даже когда Гитлер начал преследовать нацменьшинства, то Рузвельт сказал, что проблема преследования определенных категорий национальных меньшинств в Германии не является делом американского правительства. А когда Гитлер начал захватывать территорию, то Рузвельт не успевал выражать обеспокоенности. Запомним это, когда будем говорить о том, кто виноват во Второй мировой. Одни политикой уступок агрессору занимаются, а другие в сторонке наблюдают. В совокупности делают все, чтобы развязать руки Гитлеру. Так что по ходу Второй мировой войны все задавались осторожным вопросом. Ну как же нам наказать проклятых немцев, но так, чтобы не выйти на самих себя и не создавать прецедент, чтобы не пошла мода призывать к ответу глав государств. Но к 1943-му наметились две основные идеи, как наказать Германию. Первая – уничтожить основных ее политиков и военачальников без суда и следствия, а вторая – тоже уничтожить, но руками судей. И посмотрим внимательно, как вторая идея побеждала первую. В 1944-м Франклин Рузвельт обращается к военному министерству с просьбой разработать план привлечения немцев к ответственности. Но пока военное министерство чухало затылок, а тут, как черт из табакерки, выскакивает министр финансов Генри Моргентау со своим планчиком и по принципу око за око предлагает расстрелять видных немецких политиков и военных прямо во время их захвата. Других сослать куда подальше, образно говоря, в Сибирь или Новую Зеландию. А остальные пусть в качестве военнопленных восстанавливают Европу. Промышленную базу Германии разрушить и превратить страну в слабую аграрную. Из-за этого план называли еще пасторальным. По сути, Моргентау хотел уничтожить Германию как нацию. И вот его цитата 1944 года. Список главных преступников этой войны, чья очевидная вина в целом признана Организацией Объединенных Наций, должен быть составлен как можно скорее и передан соответствующим военным властям. Когда такое опознание будет произведено, опознанное лицо должно быть немедленно казнено расстрелом, состоящим из солдат Объединенных Наций. Конец цитаты. Но надо сказать, что Моргентау только хотел угодить своему хозяину, зная его настроение по отношению к немцам. Есть воспоминания сына этого самого Моргентау, и может, чтобы обелить батьку, может и правда такое было, привел там слова Рузвельта. Мы должны быть жесткими с Германией, и я имею в виду немецкий народ, а не только нацистов. Нам придется либо кастрировать немецкий народ, либо обращаться с ним таким образом, чтобы он не мог продолжать воспроизводиться. Ну, если это и было сказано, то в частной беседе, а официально Рузвельт как-то на заседании правительства высказался о немцах таким образом. С ними следует поступить сурово, но я бы не стал применять слишком жесткое наказание. Просто организовать на местах военно-полевые суды и завершить все это быстро. И вот 11 сентября 1944 американский президент едет в Квебек на конференцию между США и Великобританией и тянет за собой этого самого пресловутого министра финансов Моргентау с его программой превращения Германии в страну преимущественно сельскохозяйственную и пасторальную по своему характеру. А 15 сентября Рузвельт весело ставит свою подпись под скандальным планом Моргентау о пасторальной Германии и демонтаже всей ее промышленности. И Уинстона, нашего Черчилля, тоже уломали, хотя изначально тот был против этой сумасшедшей затеи. Но когда план Моргентау обнародовали, то у общественности волосы на голове зашевелились от ужаса. Сейчас вытурят. За что?
Рузвельт понял, что очередной раз облажался и по-быстряку отрекся от Моргентау и притворился, что он с самого начала был против. Позднее он что-то там начал лепетать Стимсону, что его ввели в заблуждение. И этот бред взбесил Стимсона, потому что он прекрасно знал, что это вранье. В своем дневнике Стимсон написал об этом. Он говорил об этом документе как о чем-то подсунутом ему в Квебеке, и что он никогда бы не поддержал такой идеи. Я достал из кармана экземпляр документа и молча показал его собственную подпись под текстом документа. Тогда он заявил, что совершил большую ошибку и признался в этом с неподдельной искренностью. Касательно позиции Черчилля, то он был сторонником не устраивать никаких судов, никакой долгой и нудной юридической тягомотины, а просто составить совместным решением руководителей Великобритании, Соединенных Штатов и Советского Союза список главных нацистских преступников и действовать строго по этому списку. Поймали, установили личность, расстреляли. Он и британский кабинет министров настраивал против любой формы судебного разбирательства. Выступал за расстрел небольшой группы архипреступников, и министр иностранных дел Энтони Иден составил для него даже список из 41 фамилии. Но окончательное решение о том, как покарать нацистов, принимали на Ялтинской конференции в феврале 1945-го. И именно в Ялте Черчилль, видимо, понял, что со своими этими союзниками надо быть поосторожнее, когда ему типа в шутливой форме, с сардонической улыбкой, предложили расстрелять 50 тысяч немецких военных и политиков, о чем мы рассказывали в предыдущем видео. Вот стенограмма 9 февраля. Я зачитаю только те реплики, которые нам интересны. 6-е заседание в Ливадийском дворце. Черчилль говорит, что он составлял проект декларации о военных преступниках для Московской конференции 1943 года. Черчилль сделал тогда предложение, которое было принято о выдаче преступников тем странам, где они совершили свои преступления. В названной декларации имеется также упоминание о главных преступниках, преступления которых не связаны с определенным географическим местом. Как быть с этими главными преступниками? По мнению Черчилля, прежде всего следует составить список таких лиц с правом пополнения его в дальнейшем. Это изолировало бы их от их народов. Черчилль считает, что лучше всего было бы расстрелять главных преступников, как только они будут пойманы. Сталин спрашивает, а как быть с теми преступниками, которые уже пойманы, например, Гессе? Будет ли он включен в список, который предлагает составить Черчилль? Могут ли в число преступников попасть военнопленные? До сих пор существовало мнение, что военнопленных нельзя судить. Черчилль отвечает, что военнопленных, нарушивших законы, конечно, можно привлекать к суду, иначе преступники войны начнут сдаваться в плен для того, чтобы избежать наказания. Однако Черчилль понял маршала Сталина так, что перед расстрелом главные преступники должны быть судимы. Сталин отвечает утвердительно. Черчилль спрашивает, какова должна быть процедура суда, юридическая или политическая? Рузвельт заявляет, что процедура не должна быть слишком юридической. При всяких условиях на суд не должны быть допущены корреспонденты и фотографы. Черчилль говорит, что, по его мнению, суд над главными преступниками должен быть политическим, а не юридическим актом. Получается, что идея о внесудебной расправе серьезно рассматривалась. Это казалось простым и быстрым решением, оно удовлетворило бы и широкие народные массы, которые требовали чего-то такого. Но когда поняли, что это не проканает даже в своем кругу, то Большая Тройка решила, что это все-таки будет процесс. Но какой? И, как видим, все склонялись именно к политическому. Но политический процесс, он же присущ тоталитарной или авторитарной власти. Это типа уголовный процесс, но с политическими последствиями. Такой процесс проводится без соблюдения минимальных гарантий верховенства права, а участники его, как правило, предвзятые, и решение суда заранее известно. В то время как в юридических процессах судьи независимые и беспристрастные, и никто не знает, каким будет их решение, даже они сами. Им плевать на политиков и общественность. Таким образом, зафиксируем промежуточный итог.
Несудебная расправа бродила в головах у всех союзников, как быстрый и дешевый способ покончить с поверженным врагом. В феврале 45-го Черчилль в общих чертах склонялся к плану Моргентау и считал, что судить лидеров Рейха только время тратить. Но ближе к Ялте начал колебаться и отдавал предпочтение плану Стимсона-Бернайса, основанного на соблюдении принципов права и справедливости. Сталин, после того, как его попытка расстрелять без суда и следствия 50 тысяч немцев провалилась, сказал: ну да, нацистов нужно обязательно судить, но обязательно расстрелять. То есть, как и Ллойд Джордж со своим повесить кайзера, в принципе Большая Тройка заранее вынесла приговор и оставалось его только реализовать при помощи политического процесса. При этом Сталин знал толк в таких театральных процессах с заранее известным результатом. Именно так проходили судебные заседания над врагами народа в самом Советском Союзе. В результате Большая Тройка постановила, что суд все же надо готовить, но он должен быть политическим. И все кинулись исполнять решение Большой Тройки, то есть учреждать Международный суд. Перед юристами предстала невыполнимая задача сознательно ломать всякие правовые установившиеся нормы в угоду политикам. И понеслась. Во-первых, что такое преступление против человечества или преступление против мира? Тот же Сталин подпадал под это определение? Конечно, подпадал, но на это, естественно, закрыли глаза. Во-вторых, нарушение принципа права: никто не может быть судьей в своем собственном деле. То есть, один из участников конфликта не может быть судьей для своего поверженного противника. Этот фундаментальный принцип тоже похерили. В-третьих, нарушен еще один базовый принцип права. Никто не может быть наказан за действия, которые на момент их совершения не считались преступными. Именно на это опиралась защита в Нюрнбергском трибунале. Ну да, он был генералом и выполнял свой генеральский долг. Какие претензии? Ну да, промышленники финансировали Гитлера. А какой закон Германии они нарушили? Они финансировали легальную политическую партию. Так что формально юридические основания для обвинения были крайне шаткими. В-четвертых, правительство нацистской Германии в годы войны вело себя так же, как и правительство союзных держав. По-простому, а на себя посмотри. И бывшие лидеры Рейха предстали перед судом только потому, что их страна потерпела поражение. Это называется правосудие победителей. И суд, организованный странами-победительницами, действительно ограничился только преступлениями, совершенными Германией. То есть идентичные преступления одной стороны рассматривались, а другой нет. И в-пятых, поставили цель осудить нацистскую идеологию. А обвинители кто? Носители не менее преступной коммунистической идеологии. И вот Рузвельт ушел в мир иной в апреле 45-го, а пришедший ему на смену Гарри Трумэн как бы мог внести свои коррективы, то есть притормозить политический суд или провести его в каком-то другом виде. Но дело в том, что процесс уже пошел, и Трумэн однозначно выступил за Международный трибунал. И когда он засобирался в Потсдам, то все еще министр финансов Моргентау стал щемиться, чтобы сопровождать его на эту конференцию, и даже грозился уйти в противном случае. И Трумэн радостно принял его отставку. Спустя годы Трумэн называл Моргентау болваном, чокнутым, который ни черта ни в чем не разбирается. И вот газета «Гардиан» в 2012 году опубликовала статью под названием «Великобритания способствовала казни нацистских лидеров посредством Нюрнбергского процесса». И тут приводится информация о рассекреченных документах. В конце концов, британцы согласились на судебные процессы по делам о военных преступлениях, несмотря на опасения некоторых высокопоставленных правительственных чиновников, которые считали, что решение привлечь к ответственности уцелевшее нацистское руководство за ведение агрессивной войны создаст опасный прецедент. Они также опасались, что судебное преследование будет сопоставимо с громкими показательными процессами в сталинской России. Из дневника Гай Лидела, на минуточку, главы контрразведки Ми-5, который он вел в 40-х, 50-х годах, есть такие интересные моменты.
21 июня 1945 Лидл продиктовал своему секретарю дневниковую запись о визите в его офис представителя британского управления по борьбе с военными преступлениями, а также представителей Ми-6 и Управления специальных операций. Эти представители искали доказательства в поддержку судебного преследования за военные преступления. Вот цитата из дневника. «Лично я думаю, что вся эта процедура довольно ужасна. Руководитель государственного обвинения рекомендовал комитету по установлению фактов прийти к выводу, что некоторых людей следует прикончить, а остальных приговорить к различным срокам тюремного заключения, что это следует отдать на рассмотрение в палату общин и представить право любому военному органу, который выявит этих людей в своем районе, арестовать их и применить к ним то или иное наказание. Это предложение намного более конкретно и не нанесло бы ущерба репутации закона. Уинстон выдвинул это предложение в Ялте, но Рузвельт чувствовал, что американцы захотят все-таки судебный процесс. Иосиф поддержал Рузвельта, не стесняясь признаться, что русские любят публичные судебные процессы в пропагандистских целях. «Мне кажется, что нас просто опускают до уровня тех пародий на правосудие, которые происходили в СССР последние 20 лет». Конец цитаты. В общем, точнее не скажешь. Умные люди все понимали прекрасно, но кто их слышит? Долгие дебаты о процедуре наказания закончились на Потсдамской конференции Большой Тройки. Решение гласило: 3 правительства подтвердили свои намерения передать немецких преступников скорому и справедливому суду. Они считают делом огромной важности, чтобы суд над этими главными преступниками начался как можно скорее. Первый список обвиняемых будет опубликован до 1 сентября сего года. Колесо закрутилось, и никакие критики уже не могли его остановить. В это время главный прокурор от США Роберт Джексон вылетел в Лондон, чтобы встретиться с делегатами 3 других союзных держав и обсудить, что делать с захваченными нацистскими лидерами. Интересно, что он же, обвинитель, участвовал в разработке Лондонского устава Международного военного трибунала, то есть создал правовую основу для Нюрнбергского процесса. Но так как Международный трибунал работал по политическому заказу, то, как мы говорили, он не мог быть ни беспристрастным, ни независимым. Политики поставили суду ограничения, действительно превращая его в театральную постановку. Во-первых, результат был предопределен. Все знали, что суд закончится тем, что обвиняемых повесят. На фото сержант Джон Вудс готовит веревку. Как Сталин и хотел того, процесс был аналогичный московским 1930-х годов. Цель его – продемонстрировать всему миру вину нацистских лидеров и обосновать необходимость военных репараций для восстановления советской экономики. Во-вторых, и советская прокурорская команда была не лучше обвиняемых, на них пробы ставить было негде. Их было 192, преимущественно активные участники показательных процессов 20-30-х годов от Шахтинского дела до московских процессов. Эту команду саму судить не помешало бы. С ними понаехали беспрепятственно работники КГБ и СМЕРШа и следили за тем, чтобы во время процесса не вылезло от обвиняемых что-то антисоветское. И они доносили в Москву, если советские прокуроры слабо парировали обвинения в сторону СССР. В-третьих, был составлен сообща перечень болезненных для союзников вопросов, которые не должны были подниматься во время процесса. Например, советско-германский пакт Молотова-Риббентропа. Розенберг во время суда потребовал свидетеля, чтобы тот рассказал, что в балтийских странах Советский Союз тоже производил высылки и переселения. Естественно, его требования не удовлетворили. В-четвертых, запрещено было во время процесса упрекать в чем-то СССР, не называть его агрессором по отношению к Финляндии, Польше и другим странам, упоминать посещение Риббентропом Москвы. Есть такая доктор истории Лодзинского университета Наталья Лебедева. Здесь в статье «СССР и Нюрнбергский процесс» очень хорошо описала эти запретительные моменты. Сталин остался недоволен решением суда, мало его забаганок остались без внимания.
Провалили Катынский эпизод, а некоторых обвиняемых даже освободили. Но общие итоги его вполне удовлетворили. Для целей коммунистической пропаганды это было то, что надо. Так что в итоге скоропалительный Нюрнбергский трибунал таки воплотил в жизнь заранее вынесенное политическое решение, облачив его в судебную форму. Это как раз то, от чего отказались в 1918 году. Другой момент, который меня интересовал, можно ли было обжаловать приговор Нюрнбергского международного суда. Апелляция – это неотъемлемая часть настоящего, а не фейкового судебного процесса. И по памяти мне казалось, что осужденных повесили чуть ли не сразу после вердикта. Но в реальности оглашение приговоров состоялось 30 сентября 1946 и 1 октября, а повесили осужденных в ночь на 16 октября, а именно через 1,5 месяца. Тоже странно, для такого процесса 1,5 месяца как-то маловато. Оказалось, что по сути это была процедура, мало похожая на апелляцию, потому что апелляционной инстанцией назначили орган верховной власти в оккупированной Германии, контрольный совет союзников, что-то типа комендатуры, которая занималась всякими военными, политическими и экономическими вопросами. Получается, не нашли ничего лучшего, как свалить на этот совет с непонятными полномочиями судебную функцию. Может, потому что он расположился в здании апелляционного суда Пруссии? Этого посчитали достаточным. Джексон и британский Foreign Office наивно полагали, что контрольный совет, как полноценный апелляционный суд, еще раз рассмотрит все дело целиком. Понятно, что этого не случилось. Контрольный совет союзников, видимо, сам понимал, что на них хотят навесить несвойственные им функции от безысходности, потому что всем хотелось со всем этим побыстрее покончить. Поэтому члены Совета, осознавая свою некомпетентность, решили единственно ограничиться соображениями милосердия и гуманности, что-то вроде суда присяжных. Они получили обращение практически от каждого подсудимого или его адвоката, и некоторым даже заменили виселицу на тюремный срок. Вот и все. Самое отвратительное в этой истории, что имидж кровавого диктатора Сталина в результате Нюрнбергского процесса отбелили, отмыли, высушили и представили миру как образец для подражания. И до сих пор это работает. Подведем общий итог. Нюрнбергский процесс не может нравиться тем, у кого есть элементарная логика и зачатки юридических знаний. Во-первых, суды победителей над побежденными не являются справедливыми. Во-вторых, казнь победителями политических и военных лидеров побежденной стороны создает опаснейший прецедент. Одно из обвинений немецких лидеров заключалось не в том, что они вели войну бесчеловечно, а в том, что они вели войну агрессивно и жаждали крупных аннексий территорий на Востоке. Но разве мы не знаем о других странах, которые приобрели территории, не приняв во внимание пожелания жителей? Здесь я делаю многозначительную паузу. В-третьих, один из обвинителей СССР должен был сам находиться на скамье подсудимых, а не на скамье обвинения. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И вот после широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году стали раздаваться голоса о Нюрнберге-2 для Путина и его шайки-лейки. Но все это утешение для бедных. Все лидеры стран демократического Запада понимают, что опять-таки придется договариваться, каких тем на этом суде касаться категорически запрещено. Каких? Может, о роли Баберы Меркель в чересчур усердном выполнении забаганок диктатора Путина? Как случился Северный поток? О танце Буша-младшего вокруг военного преступника? То есть я не думаю, что юристы получат политический заказ провести Нюрнберг-2. И к первому слишком много вопросов. Современные политики на это никогда не решатся, и Путин это прекрасно знает. А Германию все-таки морально раздавили.
Шольц менжуется до дрожи в коленках. Вот свежая новость. Шольц выступил против ударов по России немецким оружием. Я не буду отправлять солдат Бундесвера в Украину. Война России в Украине не должна превратиться в войну между Россией и НАТО. 10 лет украинцы воюют с государством-террористом, из которых, подчеркиваю, 8 Запад играл на стороне Путина. Идет 3-й год широкомасштабного вторжения, а до сих пор ведутся вялые споры о том, можно ли Украине бить западным оружием по России. Кроме того, в 1945-м идею Международного трибунала окончательно продавил Сталин. А теперь кто? Сам Путин. Так он уже сделал этот шаг, только он требует трибунала над Украиной. Вся ФСБшная пропаганда, экскурсы Путина в прошлое, демонизирование имени Бандеры, историки его кармана пытались продвинуть эту идею. Путин знает, главное Западу ее подкинуть, чтобы от себя отвести удар. В мае 2022-го газета «Гардиан» публикует статью «Кремль обдумывает Нюрнбергский процесс по мотивам трибуналов времен Второй мировой войны». Этим Путин пытался перехватить инициативу и посмотреть, как схавают его идею о трибунале над героическими защитниками Азовстали. Отдельные голоса западных политиков и юристов раздаются, что ну да, как-то надо наказать Путина. То тут, то сям политики и юристы высказываются о возможности Нюрнберга-2. Вот и Байден назвал сгоряча Путина военным преступником. No. Are you going to meet with us? You asked me whether I would call. Oh, I think he is a war criminal. Will you be meeting with us? Но мы-то теперь прохаванные и знаем, что это не есть хорошо. Адвокаты Путина потом скажут: так вот, его заранее назвали военным преступником, а значит ваш любой суд – это политическая расправа. И вот, мне кажется, статья «Гардиан» от апреля 2023 года связывает прошлое с будущим. Статья называется «Если мы хотим, чтобы Владимир Путин предстал перед судом, Нюрнберг может многому нас научить». Автор Джон Кампфнер, автор книги «В поисках Берлина. Войны Блэра и почему немцы делают это лучше». Джон Кампфнер гуляет по Нюрнбергу, вспоминает тот процесс, смотрит на людей и высказывает насчет Нюрнберга-2 следующим образом. В конце концов, американцы будут продолжать увертываться и уклоняться от ответа. Маловероятно, чтобы Путин дождался своего Нюрнберга. Диктаторы по всему миру чувствуют себя расчудесно. Возможно, аргументы следует сформулировать несколько иначе. Нюрнбергский процесс ни в коем случае не был идеальным, и с тех пор преследования за военные преступления применялись, мягко говоря, избирательно. Тем не менее, идея Нюрнберга все еще витает в воздухе. Пламя мерцает, хотя и слабо, в то время как другие пытаются и его загасить.